Здравствуйте, друзья! В комментариях часто задаете вопрос: Леонид, почему нет видео о посадке картофеля? Ведь получить хороший урожай картофеля – мечта каждого огородника. Постараюсь показать и рассказать, хоть с опозданием. Будущий урожай картофеля закладывается еще в прошлом сезоне. Без удобрений точно ничего не получится. Если нет навоза, а у меня уже его нет более 10 лет, лучшим вариантом органики будет посев сидератов. Этих разновидностей много: горчица, фацелия, редька и другие. Но мне больше нравится горчица. Она за короткое время быстро набирает зеленую массу. А перед морозами горчицу скашиваю и запахиваю. Комки почвы не разбиваю. Так будет больше влаги. И часть вредителей точно погибнет, оказавшись в морозную зиму сверху. А трубчатая структура стеблей будет хорошими домиками для земляного червя. Весной провожу уже фрезеровку участка мотоблоком глубиной в пределах 16 см. Потому что это достаточно. И независимо, какой это мотоблок, ВА, ДТЗ или мой гибридный. За неделю где-то до посадки картофель достаю с погреба, где температура на протяжении зимы была в пределах 2-3 градусов. Для прогрева, с таким расчетом, чтобы не образовалось длинных ростков. А если ростки маленькие и толстенькие, то можно смело использовать картофелесажалку. После небольших доработок картофелесажалки увеличивал диаметр и высоту самих чашечек. Теперь вероятность пропуска уменьшилась. Но единственное, что при полной загрузке бункера даже пытается поместиться по 2 и более штук. Все зависит от размера посевного материала. В целом картофелесажалкой я доволен. Ширина междурядья точно такая, как и колея мотоблока. Поэтому при развороте мотоблок едет по своей колее одним колесом. Картофелесажалка с мотоблоком соединена свободно. Есть люфт по сторонам. Это дает возможность подруливать мотоблоком, и при этом сажалка едет прямо, особенно не меняя траекторию. Небольшой проблемой была посадка картофеля гренада, которая вырастает размерами с банан, длиной до 20 см. Ну и посевной материал тоже длинный. Но все равно картофелесажалка даже справилась с этим длинным картофелем. Для полноценного роста плодов всегда нужны микроэлементы, удобрения. И не всегда сидератам удается набрать достаточную массу. Тогда к органике добавляю минеральные удобрения, как правило нитромофоска. Там азот, калий и фосфор по 16%. И из расчета около 1 кг на сотку. Или если быть точнее или правильным, то на ряд длиной 150 метров это то же самое. При норме внесения 2 кг. То есть практически в половину я дозу уменьшаю. Бункер для удобрений имеет плавную регулировку подачи, так что можно выставить любое количество. Как устанавливал бункер и как производится регулировка, можно посмотреть по ссылочке. Следующий момент, который сильно влияет на урожайность, это расстояние между рядами. Для получения хорошего урожая с каждым годом проводил эксперименты и пришел к выводу, что более оптимальное расстояние между рядами начинается от 65 см и более. В этом сезоне посадка производилась при расстоянии между рядами 70 см. В прошлом сезоне было 65 см. Наверное, на 70 см и остановлюсь. Хорошо, что на мотоблоках можно с легкостью менять ширину колеи, в том числе и на Неве. Если у кого будут другие мнения по поводу ширины междурядья, пишите, очень интересно. Но если вы посмотрите мои эксперименты лет 5 назад, между рядами было около 50-55 сантиметров. И урожай картофеля был мусорным. Крупных плодов было мало. Так что, друзья, рекомендую учиться на чужих ошибках, но не на своих. При посадке сажалка уже создает небольшой террикон или грядку. Это уже будет увеличение высоты самого стебля картофеля, столона. И там же будут образовываться плоды. Поэтому, чем выше и шире грядка, тем больше может быть урожая. Это уже точно и не подлежит никаким, как говорится, протестам.
Расстояние между клубнями при посадке выставил в пределах 25-30 см. Можно еще реже, есть такая возможность с сажалкой. Глубина посадки идет в пределах 10 см. Если посмотреть после посадки, то ствол картофеля растет немного в стороне от самого клубня. Вот почему, друзья, что картофель вроде садится ровненько в рядах, а плоды образуются в стороне. Во время посадки картофель и почву ничем не обрабатываю. С колорадскими жуками и сорняками в начальной стадии борюсь механическими средствами. Удобный для прополки от сорняков мне нравится. Ежик-культиватор, его можно использовать и для прополки других овощей. А больше всего мне даже нравится, это и практичный он в работе, универсальный плоскорез-окучник. При его помощи можно произвести и первое слепое окучивание, поднять выше грядку. Стебли и колорад появятся намного позже. Вот так и боремся и с сорняком, и на первом этапе с колорадским жуком. А вот какие лучше сорта картофеля высаживать, и про второе окучивание картофеля мотоблоков с самодельным окучником, с опорными колесами, и что надо сделать, чтобы мотоблок шел как по рельсам, в следующих видео. У кого будут вопросы, пишите в комментариях. А если видео было полезным, зацените его. Друзья, мира, здоровья, хороших урожаев. До свидания и до встречи на канале.